настолько неуважение реально, и они ему после этого засылают коллекционки халявные. Я его после этого приехал под квартиру и насрал там по дороге. И обмазал бы ручку говном и написал бы «Жри, тварь» еще на двери. Как в бригаде там кровью писали. Пиздец, жестко, Серега. Не, ну просто какие-то зажарские. Не, ну просто. RPGs ever. And with me to talk about it, I have Brian Mitsoda and Cara Ellison from Серега, молодец. Now, Brian, you are a writer. О, вампир сейчас покажешь, слышь? What does it mean for you to finally get to work on the sequel? It means that a lot of people have very high expectations, and we have to meet those. Well, let's take a look at whether you are going to meet them, because we are going to take a look at the world's first. Игры на PlayStation будут как бы... Ну... Они будут от третьего лица в лицо. Тихо, тихо, вампиров, пока тихо. Ладно, вот, все. Мы ребята, пошло. Мы тебя поняли. Все, тихо. Сородичи, райзап. Парадокс интерактив. Ба, графон. Просто я сейчас играю в первую, там просто... Ладно, выглядит нормально. А что с анимацией? Ну да, кстати, должен отметить, что это не AAA игра, поэтому тут будут всякие неприятности вызывать. Фига себе, Дима Светов был. Я кино, бля. А на открытом мире или как? Да, типа... Да. Не, в первой были хабы, там не было открытого мира, там типа по локации. Полу. Все еще первый квартал. Ну, короче, в марте. Что-то он такой себе трейлер пердал. Guys, what does it mean to be a vampire in this world? So in Empire, what it is, it's kind of a darker version of our world. And the vampires kind of need to keep their presence secret from humanity. So the vampires are kind of staying hidden in the shadows, also needing to feed on human beings and kind of manipulating us in order to get blood. We're talking about feeding on human beings. I'm getting flashbacks to last year's show. Cara, it's not just a case, though, of sucking blood and filling up your health meter, is it? Actually, different types of blood do different things. That's right. So we have the resonance system, which means that essentially vampires can kind of see the emotional resonance of human beings, like fear or desire, and then they can feed on those people to like feel the Только same опции thing диалога, as human beings, типа соблазнить, задружелюбить, and that can give you like устрашить. extra boost in the game. Это вроде было или нет? Не, ну прям чтобы эмоции читать. Ну, собственно, там в текущем состоянии там эмоции трудно было сделать, я думаю. And one thing that was really intriguing to me when I was learning about this game is you don't just get bitten and turn into Nosferatu, Dracula or Brad Pitt. And to be honest, I think Ох, не знаю. Ну костюм, правда, херовый, нарядили плохо ее в этом году. В прошлом году лучше было. Я не знаю, что закрыли прям. Японкой, Галенкиным и Фрэнки. Я не знаю, кого выбрать. In this thing called the mass embrace, and that means that essentially they're having a less lucky time than you in the world. You're having a relatively good time. Это будет секс. They don't know what they're doing. They're going through vampire puberty. Ты что, ты не читал, что ли, Толян? Might have a family. Пубертат, что? Say a wife and children, and you are morally objecting to drinking blood to survive. And so я имею в виду, ты, господи, уж сколько читаешь Твиттер там про киноиндустрию, ты все удивляешься, что тут никто в трусах не ходит. Ну, как бы да, но хочется же.
Ну, tons of pressure. ну, на самом деле на Ютубе есть жанр видосов, где голые женщины берут интервью у других женщин. Это такая странная хуйня. Она, кстати, похожа тут на Дейзи Ридли. Или было? Я просто тупой, не помню. Она была в другом. Не, имею в виду лицо. Менее профессионально. А, лицо? Да то же самое, мне кажется. И прическа та же самая. Короче, понятно. Все то же самое, короче, понятно. А, я что-то не помню, я тебе говорил или нет. Шрайер, я говорю, что типа он ни хера не знает про XCOM 3 на гейминг-шоу. Что все. Все, Толя. Все. Хуёвый трик, Let's take a look at the brand new gameplay for Starmancer. Так, понятно. Рыбка, все. Идем спать. А, ну это спать, ребят, это сон. Уж извините меня. Я, если что, кофе пью, извините. Сейчас. Ну что ж, давайте пока мы обсудим Ubisoft. Чем мы ждем? Я ничего не жду. А там что-то будет вообще? Что ты ждешь, блин? Там ничего не будет. Они 2 игры анонсируют. Кооперативный Rainbow Six говно. И какую-то И RPG маленькую. Зельды 2 не. И вот маленькую RPG. Но я вот еще надеюсь, что ничего не с Nintendo анонсируют. Я хочу Mario плюс Rabbids. Это прям охуительный XCOM. Хоть и на минималках. Да, нормально. 3-го XCOM не будет, зато будет Mario Rabbids 2. Да, Охренеть, смешно. Комедия. Заебись таймлайн. Короче, пока и 3 полное говно, ребят, честно. Зайди в чат на Твиче сейчас. Да я вижу, у меня открыли мультичат. Не, на PC Gamer. А, на PC Gamer? 6 Да, там пиздец. Our next guests both started as modders. And now, they each independently run their own studio. Let's welcome to the stage, from Tripwire, John Gibson, and from Torn Banner, Steve Piggott. Tripwire что-нибудь показывает, или Флора? Ой, бля, они сейчас будут показывать зомби армии 4, бля, все, это слип, это слип. Yeah, Steve. So we've known the Torn Banner guys for a long time, even Я giving them some думаю, advice все when they were не modders будет. going commercial. Я helping them думаю, not может make быть, на mistakes that we Gamescom made. анонсируют, раз уж And тут we've been проебались. friends, and we always wanted to work together. And now we've sort of formed this Что у нас там будет после independent Юбиков? former mod team, professional super group to Square Enix, get an потом awesome game Nintendo out и to все. fans. А, окей. Yeah, Square we've F4, да? dream partnership as well. We've always been really close Да, with да, Tripwire, 4. and we really respect their games. Что, Сергей, We вы see them as one проснетесь of the в few 4 studios that's утра? bringing true innovation to the FPS genre, and that's what Серьёз? we're all about as well. Let's take a look at this upcoming collaboration between Torn Banner and Tripwire. О, нормально, спасибо за дон. На бутылку боярышника после конференции. Опять 50 рублей, чтоб ты Нет, по метро поехал? Ну, бутылку боярышника, спасибо. Нормально. Так. Сейчас пернете. Новая игра этих Don't Not, она эксклюзив Epic Store. Это сейчас показывают игру? Ну, Слив? это сейчас просто... Это скорее слив. Ну, бля, не знаю, короче, просто пресс-релиз дропнули, и там сказано, что это эксклюзив Это Epic что, Store. это что, Мордау, что ли? Или как? Да, типа того. Или это Mountain Blade? Демо? Вряд ли, не Нет, это не похоже. Bannerlord. А, чего? Чего? 2, нифига! Нихуя себе! Нифига, ребят, смотри. Ебать, Вот это анонсик. Нормальный анонс. Пернул. Epic Store. О. Хороший анонс. Мне понравилось. Окей, начать разогреваться. Talk to me about Chivalry 2, Steve.
Well, Chivalry 2 is about bringing players into their favorite medieval movie battle scenes. And our flagship game mode, Team Objective, does that by having players complete medieval objectives like sieging castles, raiding villages, and yeah, you're not just going and standing in an area and then a bar fills up. You're, like you said, burning houses, killing peasants. You know, Вообще вся эта тематика рыцарская от первого лица, она переживает ренессанс every iconic moment of the era. And on top of that, this time around, we've increased the player count scale to about 2.5 times what the previous game was, 64 players. And on top of that increased scale, we've added horses, which really allows us to add a lot of drama to the game, to bring experiences like the Battle of the Bastards from Game of Thrones. Don't worry, we'll ignore the last season. Just Battle of the Bastards is going to be in the game. All right, so I want to ask about the sword. Сколько раз уже? Коробку валерьянки. Нормально. Yeah, and this time around we've completely revamped. I mean, we really view what we're doing here as bringing a true sequel in every. Я, кстати, сегодня зашел в этот что-то в Киеве случайно в свой. И там, в мае мне кто-то задонатил 10 рублей и попросил разбан, но ID не дал. And also has the satisfaction and the weight that you would expect when two medieval knights in full armor are clashing. Yeah, and it's very, very fluid and much more accessible than the previous game. Серега! The pace is so much quicker. It was what I really enjoy when I'm playing it. Yeah, I want to ask about the здорово, ребята. Здравствуйте. Господи, Слава, привет. sort of resets with kind of these discrete, chunky times. I understand that in Chivalry 2, the swordplay operates differently than that. Yeah, we kind of think of it like Как стрим? Звук, картинка нормально, ничего не лагает? And a core part of our focus this time around has been making it so that players can fight multiple opponents at the same time. Like 1-on-3, 1-on-4 situation. Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy and achieving glory on the battlefield. Well, I mean, I do have to ask. We're talking about swordplay and mastery, but Каленки покупает original Chivalry, I mean, it's kind of like Пидорас-блок. silly fun. Ты что сказал на стриме? Mastery with the fun element. Блядь, идиот. Все, пацаны, прощайте. Бля. Не, ну мы назвали... Скепта, спасибо. Скепта, спасибо. Это хорошее профинансирование. Да, спасибо. На миксер приедем. О, отлично. The game is genuinely hilarious. As an example, you can beat a man. Блядь. Excellent. Well, Пацаны, не кидайте на наши порты. when can people get their hands on Chivalry 2? So Chivalry 2 is coming out early 2020, and it's coming first to the Epic Games Store. Oh, look forward to checking it out in early 2020. Gentlemen, John Gibson and Steve Piggott. С днем рождения к Сереге, трансляция бани. We are just getting started here at the PC Gaming Show. Let's take a look at what's coming up next. Наш, чтобы мы вернулись. И все. Не будет никакой критики. Ну, как критики. На пачку снизу, спасибо. Build a world for wildlife in Planet Zoo. From the creators of Darksiders, Remnant from the Ashes, Baldur's Gate 3, and more trailers, interviews, and gameplay footage. Что это? Блип-блоп. Блип-блоп, офигенно. Игра моего детства. Да. Все, я вспомнил. Трансляция бьет все рекорды по донатам, ребят. Спасибо. Люди жалеют тебя. Я вспомнил эту игру, она у меня в отслеживаемых стримах. Я не помню название. Че это? Бля, типа... Я не такой, как все в этом сосайте. Мозаик. Неплохо. Неплохо. Да, мозаик. Пародия на... Пожалуйста, бля, не ЕГС, только не ЕГС. Бля. Они еще отдельную игру выпустили, нормально. Все, нет, слава богу, не в ЕГСе. So how are you guys enjoying it so far?
There's been some swords, some space stations, vampire puberty. We're listening to your reactions to the PC gaming show throughout the entire broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on. So keep Так, it все, coming. выехали с нами. Multiplayer hide and seek game inspired by a popular horror. Charge up your proton Чертов packs and get балашиха, ready for блин. Midnight Ghost Hunt. Едут. Я случайно сказал слово на букву П, извините. Сука, как я могу такую хуйню допустить, блядь? Так, что тут, спят все? О, это Resident Evil, нормально. Че это? Это мы, это поспать. Че такое? Охотники за привидениями 2 еще будет. Бля, вот будет смешно, если реально Resident Evil. Да не, марафон не походу. Это реально охотники за привидениями какие-то. Судя по анимации, Типа какая-то индюшатина. Вдохновлено, наверное. Че? Наверное, вдохновлено, все-таки не там. Что такое, да? Один. Чернобыль, да. Легасов. Бля. О, что это? Ну все, ретро-вейв включен, я иду спать. Слышь, 4 против 1 походу. Да, смотрите, 1 за призрак, 4 за охотников. Ой, бля. Ну не тлоу, да. Нихуя себе. Смотри. Все, ладно, забирай свои слова назад. Да, реально пропхан. Пропхан, заебись вообще, обожаю эту хуйню. Во! Ёб твою мать. Ля какой. Что-то слабо Галенкин, пока чего только удивило. Ну, скорее удивило, что она вообще жива. Студия, это у нее шутка выходил провальный проект. А, это чувак один делает. Окей, ладно, респект. Респект, за это мы уважаем вообще. Sam, please tell us what is going on in that. What is Midnight Ghost Hunt all about? So, Midnight Ghost Hunt is a multiplayer ghost hunting hide and seek game. Короче, you can play either as я ghosts стырил or с ghost Поп-Ханта hunters, концепцию like a и 4v4 сделал отдельную игру. The ghosts can hide inside average Я everyday objects даже around the haunted house. до сих пор удивлен, что не сделали игру по ролл-плею, прям такую полноценную, полнобюджетную. Потому что сейчас посмотришь, там GTA 5 на Твиче, там одни стримы РП, вот реально. Вот просто я удивлен, что Microsoft, там всякие Rockstar, типа, они просто такие, да, это что-то там существует. Очень странно, что этого нету в RDR 2, по крайней мере, элемента. Но они его пытаются ввести, но они же понимают, что, типа, как бы тут надо убивать, там, вот, расстреливать всех, мы что любим все, а не общаться. Мозги есть. Я вообще только на Твиче только РП и смотрю по GTA, это вообще заебись тема. Кстати, да, а что это такое? РП? Что это? Ты про что? Ну, я так понял, это своего рода, как сказать-то? Вот ты говоришь роли. Ну да, типа разнообразные сюжеты, я так понял, в мире GTA. Ну, ты вообще заходишь на сервер и создаешь для себя роль, а другие люди подыгрывают тебе. Шизики, короче. Ну да, там за копа можно играть, за преступника, ну и тому подобное, что хочешь выдумывай, хоть за бомжа, хоть за Рому. Кто-то играет качком. Да, там, кстати, можно я качаться, крут! кстати говоря. Все, Серега, залетаем. Бля, вспомнил, как мы проходили эти ограбления, гениальная вещь, конечно. Бля, это вообще заебись была тема. Если в GTA это не завезут, то это... Ой, в GTA, в RDR 2 не завезут, это вообще позор будет. So Midnight, if even one ghost survives 4 minutes into the match, then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out. It'll get really dark and scary, and all of the ghosts that were destroyed actually return as vengeful spirits. They're a lot more powerful than before, and they glow a very brilliant red. So at this point, the tables have turned. The hunters are now the hunted,
And they just need to try to work together to stay alive long enough for the evac to come, which is another 4 minutes or something. Usually the ghosts win when it gets to midnight. Like, what, 90% of the time? Yeah, usually because the ghosts are so overpowered at midnight. The hunters are doing whatever they can to try to prevent midnight from even occurring by destroying all of the ghosts and clearing the house. Ой, да-да-да. Замени трейлер вампира на расширенную вот эту. Солава. You can sign up at midnightghosthunt.com. I'd also like to give a shout out to our Discord, discord.gg/midnightghosthunt. Later in the summer, we'll be giving out keys. Серега, за кого будешь играть в Мстителях? Отгадай. За кого? За Халк, что ли? За Хоукая? The balcony, and if I understand correctly, Frankie, this. You do understand correctly, Sean. Yes, it's a big sequel to a small indie game. AAA блокбастеры. Ой, слышь. Одевайте вашу жизнь после. Пызин жесткий. Ты, кстати, не купил еще? Нет, слава богу, нет. Дай мне Uncharted 4 пройти. Бля. Третье лицо, полуот... А, он потом это купит, да, слушай. Да, Легаси. Что? Ну, стендалон. Дрочил. Да, конечно. Опять красивую рожу, когда целовались. Да, нет, после этого момента, когда они поцеловались, там переход же идет в лес, и там вот этот вот звук. О, все, реклама пошла, болтаем. Ой, бля, понятно. Так, ну что там, плоу? Ну что там, да, кстати говоря. Бля, если подумать, сука. Last of Us, Киберпанк. Они неправильно показывают. Прикол в том, что между 60 и 120 FPS разница больше, чем между 120 и 240. Окей, у меня монитор за 5000, мне поебать. Чада, прав или нет? Вроде так. Господи, я думаю, это кот чей-то. А чей Серега? Аурики. Сосутся девки. Ебутся мужики. Так. Ты был на грани, которую я уже пересек. Беллс. Так, мне нужно заплатить. Беллс. Номер ваш. Так. Ой, я забыл номер. А, вот. Опа! No Man's Sky на Nintendo Switch. Заебись. And we think that the curve, that's 1500 art radius, is going to be a very immersive experience you wouldn't get with a traditional flat panel. And I wanted to... Задолбали. Вот прошлогодняя реклама была, или позапрошлая, была намного смешнее. Там еще прям пародировал, помнишь, который орал «Extreme». Он прям пародировал. С ним лучше было, да, я помню.
Блин, я вспомнил, сейчас же еще придет это с AMD, блин. Покупайру, процессору, геймеру, вот это вот. Лиза, да, серьезно придет? Да, да, она придет. должна. Это новая Ryzen для геймеров. Для настоящих геймеров. Настоящие геймеры, покупай Ryzen. Я вот даже не знаю, что покупать. Nvidia или AMD в плане видеокарточек. Рано. Через годик-два. Да, рано пока еще. Тебе 1060 хватит пока. Да. Ну, в принципе, я говорю, потому что будущее у Nvidia явно дорогое. Я бы так сказал, блять, видеокарта за 90 Ты пошли они в жопу. Ладно, смешно. Он, типа, ведущий говорит, а монитор-то 4К, он такой, не, дорого. А Sony и Microsoft уже 8К. Так. Барда хайп, ребят. Клей. Девочку. Вот именно, ты, блядь, своих мстителей показываешь. Да, Конан пошел. А, это что, это мобильная? Стратегия? Стратегия. О, это моя любимая оборона. Оборона. Обожаю это. Ну, прости, Серега, что это не от третьего лица игра. Равняться против. 30 FPS. В игре не будет такого. Фу, пауки. Берите это от меня. Так, что это у вас? Пугалки опять? Это ваши? Бу, страшно. Это бюджетный дум. Артефакты, щупальца. Кто сказал артефакт? Я вообще не обосрался. Я думал, сейчас Valve придет. Артефакт 2. Ёптить. На забив. Ребята, кто ждет XCOM 3 плюс чат? Ты чё, бля? Я твое имя произносил сейчас, что ты вылез-то? XCOM 3. Они сейчас анонсируют Конан Чоп-Чоп. Прям слышишь меня? Или ты все уже умер? Они сейчас анонсируют игру под названием Конан Чоп-Чоп. Я нахуй не шучу. Ладно, сейчас доржешь, а ты арт-дизайна. Тихо. I'd like to introduce Phil Mace. He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia, who has been working with us on something a little different. Thank you, Natasha. So on April 1st this year, we put out a little trailer for something called Conan Ну вы Chop сделали Чоп-Чоп, Considering the господи! date, it was perhaps no surprise that people decided Ты сейчас доржешь, как она that выглядит. Ты сейчас сдохнешь нахуй, как она выглядит. Check this out. Это удивительно, да, удивительно значит это. Конан Чоп-Чоп. Сдохнешь нахуй, психотура. Мировой эксклюзив. Мировой эксклюзив, да. Вот эта фраза, конечно, мировой эксклюзив.
Они еще думают над рейтингом. Сейчас будет это, блядь. Да, представь, там жарища, и она стоит в кожаных штанах, там просто... Не корми, не корми. Игра, которой не должно быть, но она... Оказалась Господи! Чоп-чоп. Зельда, понятно, все, короче, выключаем. Нормально, играем, ребят. Серег, ну это не Last of Us, я понимаю. Это на телефоны, да? Ну, возможно. А на моем мотороле пойдет такая. Волки, кстати, да, такую я подумал, чтобы да, может быть. E3 выиграли. Все, это вам не от третьего лица в лесу. Да. Кино вот это. 30 FPS. Чоп-чоп. В 29 точнее. Лучше реально пройти. Ой, блядь, пройти. О, на Nintendo Switch не уходит, все. Заебись. So there you have it. Conan Chop Chop, it's a roguelike action-adventure game. It's very real, and it's coming. Не уходи. О, ляка. Господи. In massive open world environments. Good times. But cheer up, sunshine. This is one of the most original. Стоит ее показывать крупным планом, и чат на Твиче сразу взрывается. Да не только чат взрывается. Крейгазм просто. Что-то еще взрывается. Не знаю, у меня уже ничего не взрывается. Ну вообще видно, как Галенкин профинансировал, это у них сразу же появились костюмы. Ставьте лайк, у кого в 20 не стоит уже. А Серега выйдет, да, я сейчас выйду, там буду румбу. Из окна выйду. О, говно, вижу, это говно. Блять, это Икарус, я тебе отвечаю. Ты посмотри на этих персонажей, блин, которых в редакторе сляпали бесплатно. Пиздец, как это вообще можно представлять? 3D Tool, Миксама это вроде называется. Там типа бесплатный генератор персонажей. Типа. А, нет, стоп, что это за хуйня? Я думал, только на Да, это, короче, бюджетная инди. Спин. Нихуя себе, Коля. Мы-то думали, это крупнобюджетно. Да, бюджет ушел на вот эти вот залупы ходячие, которые... Не, нуля, что за хуйня? Попал на сцену, где Уилл Смит там купается с балой чернокожей. Вот это нормально было. Это приквел к этой сцене. Это был Дик Раббин нормальный такой. Available September 3rd. I sleep. О, чё это? Что это такое? Это мы спим. Это Dishonored 3, ёпта. 4X стратегия вообще, да? Ну, кроме всего. Но это не похоже на XCOM 3, мне кажется. Хуя там Кингпин сидел на троне. Gangster in the paradise. Ну что, Серега, уже все? Продаешь плойку-то? Продаю плойку? Да. Ради пятой? Как бы новый Xbox в 4 раза мощнее. Ради ПК, зачем? Охуеть тебе. Игры. Это, бля, не 30-я игра от третьего лица, в листу в 35 FPS. Ё-моё, я же писал как раз тематику. The name of the game is Age of Wonders Planetfall, a 4X strategy game, and joining me on the stage to talk about it is the game director Leonard Sass and principal gameplay developer Tom Bird. Welcome, Эти костюмы все. Посмотри, как жарко. Или вам пиздец там, наверное. Серега кондиционер не купил им. Серега со сцены стоит, дует на них.
Ну, я так понимаю, сейчас будет самая главная ирония всего этого шоу, что главный игрок, который будет в конце, это Borderlands 3. Походу, я не знаю. Мы ждем XCOM. XCOM не факт, что будет, но мы его ждем. Around you, you've got a number of sectors, and each of these sectors has a little story, well, not most of them. So maybe you'll find a genetics lab which is still full of horrible mutant creatures, an entertainment complex overrun by horrible robot monsters, a temple with holes in the sky and horrible demons who get you. Нормально там мужика And I did see in the trailer dinosaurs with lasers, correct? Dinosaurs with lasers. Perfect. Well, I mean, Skip, можно? Ничего страшного, вот. Будет Nintendo Direct и все, бля. Где спаситель мой? Каждая игра там будет просто прекрасна. Типа я должен вот так сейчас сидеть и хлопать в ладоши. Да. Показывают Animal Crossing, все, я выхожу из Дискорда. Начинаю жить реальной жизнью, чтобы заработать денег. Well, I want to ask about some of the combat that we saw, because in a lot of strategy games, the combat can be very brief. It just, shows two armies pinging off each other. But I understand that the tactical layer is quite rich. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom Я all гик, the я way люблю in, видеоигры, inside гик, the я lab. понимаю, задрот, настоящий гуру современной поп-культуры. Я читал Дюну оригинале, я каждый год перепрохожу МГС на PS1, я обсуждаю теории дестрейдинга на Reddit, у меня депрессия, я люблю Фачана, я люблю Earth Games, у меня 2700 подписчиков в Твиттере, ненавижу издателей, никогда не предсказываю игры, никогда не предзаказываю игры, ненавижу мобильные дрочильни, фри-то-плей, до Cyberpunk 2077, уже обновил регенерацию ПК. Еще у меня суицидальные мысли, помогает только аниме и Netflix. Если мем больше месяца, над ними смеюсь. И не позже, нельзя зашквар. В прошлом летом подержал за ручку с ламповой-тяночкой на реконструкцию битвы за Гондор. В Рязанской области у меня много увлечений, друзей нет. Мне кажется, тут не хватает одного. Реальный гек посмотрит «Бегущего по лезвию» последнего. Все, можно предзаказывать, ребят. Все, давайте. Все гигаленки в чате, что? I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, thanks so much for joining me on stage. Thank you. All right. Bye-bye, guys. Thank you for sharing the horrors of the future. And for our next game, Frankie, I have to ask you. Вот она, what year вернулась. is it? Why? The year is 1946, Sean, my dear boy. Europe lies in ruins torn apart by the satanic Plan Z. A brave band of heroes cast the Fuhrer into hell, but little do they know, the nightmare is far from over. Achtung! This is the world-exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. In paradise. Oh! Мировой эксклюзив. И сейчас Command & Conquer Red Alert 3, о, 4. Нет, тихо. Снайпер Алин. Блядь, это зомби-армия, зомби-армия. Опять зомби? Зомби, да, спать. Зомби, я гик, я люблю зомби. Да, я зомби. Не понял. Снайпер Элит зомби? Да говно это было. Говно уж древнее, господи, может, я не знаю, 5 лет этой серии. Ой, опять зомби, которые не внушают страх, я понял. Ты понял, значит пора предзаказывать после. Это, конечно, не там, где я жирного в тло убивал с 200-й попытки на реализм. Серег, прохождение тлоу, наверное, единственная вещь, которой ты гордишься просто. Да. Я тоже. На граунде. Да не, это пиздец был. Учитывая то, что я сразу начал без разгона, это была первая игра, в которой я держал геймпад.
Ты держал геймпад. Ну, я имею в виду это. Я ни в одну другую игру сразу не начал играть. Понятно. PS купил, а сразу в флоу. Правильно сделал. Чтобы отбило нах. А теперь смотри, что на экране происходит. Это типа интересно. Нет, мы закрываем трансляцию. Ничего не понимаю, вроде Вторая мировая, вроде нет. Fuck. Фрэнки не феминистка. Это самый херовый зомби-трейлер, который я видел. Так, я отключился, извиняюсь. Так вот, о чем я хотел сказать. Типа, я вот еще горжусь тем, что я Макс Пейна 3 на всех сложностях прошел и все золотые пушки собрал. Вот это вот движение жизни. Этим гордиться можно, да. Да. Охуенные игры заслуживают перепрохождения на высокой сложности. Ой, блядь, господи. Зомби армия. Спим. Epic Game Store вообще, бля, еще хуже, еще. Забрали к себе, слава богу. Later on the PC gaming show. Так, ладно, я на улице. A love letter to classic. В смысле, ты что? Мороженое ждет. Мороженое купи, да, шоколадом. Тут как раз самое интересное начинается, Серега, давай. Ну, чё? Тут самое интересное начинается, поэтому давай. And more. Пиздец толсто. Так, это чё? Что это? А, Perfect World? Фу. Нет, все, я вспомнил. В жопу. Это слип, короче. Сталкер 2? Еще Григорович на сцену уходит. Слава Украине! Это был бы нахуй просто эпик. Дебютный геймплей Сталкер 2. Показывают кадры сериала Чернобыль. Ну вообще я удивлен, что типа как бы Григорович не говорит, что типа они профинансированы этиками. Типа, блять, чувак, камон, это всем очевидно уже. Ну да. Два украинца, блядь, связались друг с другом, реально, камон, не все украинцев, ну мы знаем этих хохлов, да, украинцев. Так, тихо, а то сейчас было опасно по правилам Твича. Это Remnant, это у нас кассета. Покупали рекламу у нас. Joining me on the stage to talk about Remnant from the Ashes. In that trailer, we got the chance to see so much new gameplay footage and new environments. Let's welcome the CEO of Gunfire Games, David Adams. Gunfire — это, если что, люди, которые Darksiders 3 сделали. Это что должно, это меня должно это возбудить? Это тебя должно поставить под сомнение о годности игры, наверное. And I mean, in that trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player in this story? So, as a player, you're on sort of a Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience different stuff. You start on Earth, but it rapidly changes very quickly as you get into the game. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game, that you could play through it 10 times and still be seeing new bosses, new monsters, new locations. How exactly does that work? Yeah, I think one of the coolest features of the game is the dynamic generation system. So we generate the maps, the enemies, the quests, NPCs, bosses, everything. You've built those all by hand, right? Yeah, it's all hand scripted, but the system takes all the pieces and stitches it together. So you might play the game and come into work and say, hey, I talked to a giant tree and fought a dragon boss, and I'll be like, I met a guy in a helicopter. Нет, мне реально сейчас интересно, что там в чате написано. Ничего не удивлен. Русские идут.
Yeah, you can play the game over and over again to see the stuff. You can jump into your friend's world to experience the content in their world, and that's a big part of the game, just jumping in and seeing what you get. Well, I want to ask about loot, which is, I understand, a big part of the game. How does it function alongside this ever-shifting gameplay experience? Yeah, the loot in the game is all legendary items, and it's tied into the dynamic generation. So if you fight a boss or meet an NPC or get a cool, unique side quest, it generally coincides with a cool, unique item. It might be a boss weapon or a magical item or armor. So if you play the game and you get all completely different events, you'll have different equipment than I have. And in the trailer, I also saw that there were. Вот видите, что сейчас на экране там происходит сзади них? Открывайте словарь Ожегова, ищите слово говно, и там вот будет вот это. Вот смотришь на это и думаешь, бля, где ж Resistance 4? Где же Resistance? Какого хуя? Как можно было такое проебать? Вот Sony, вот прям серьезно, вот как? Алло, здравствуйте. Как бы, зачем Resistance, если есть Человек-паук? Хороший аргумент. Ну, с другой стороны, зачем нам Ratchet & Clank, когда есть Resistance? Зачем нам все вот это, если есть Человек-паук? And as we mentioned earlier, keep those questions coming. I will be asking on stage the creative director of Borderlands 3 everything you want to know. Doesn't matter what platform you're on, just use Сейчас Рэнди Пичфорд выйдет и скажет какую-то хуйню, и потом будет опять скандал. Yeah, badass! Как он там обычно. Да, и будет орать badass, badass, badass. А, нет, стоп. A deck-building roguelike where you don't just fight, but you also negotiate your way through a broken-down sci-fi world. It's going to be available on the Epic Game Store in one short month on July 11th in alpha. Let's take a look at some of the footage. Я сейчас ржу там. Так, нет, пока клей будет показывать. Клей — это вроде бы те, у которых игра какая-то про ниндзю была от EA. Такой был у них. Знакомый Клей — это же те, которые делали битэмап, как мексиканцы с ножом. Такая же рисовка там была. Да, вот, блин, то же самое. По рисовке я имею в виду. Ну, у них рисовка была в другой игре про какого-то ниндзя. Шенк, во, вспомнил, Шенк. Вот, Шенк, да, Шенк. Или это там не ниндзя было, что я не помню уже. Но арт-дизайн я запомнил. Ну, такая тема мне, конечно, нравится. Мне нравятся такие игры turn-based. Вообще обожаю эту тему. Особенно, когда это JRPG ебаные. Знаешь, какие turn-based игры мне нравятся? XCOM называются такие. Знаешь, знакомо вообще есть слово такое? Что-то такое, я в первый раз в таком слышу, какая-то ноунейм херня. Вот знаешь, что мне больше нравится? Мне нравится Mario Rabbids 3. Ой, 2. О, вот этот хайп, кстати. Planet Coaster супер. Слип. Я так этому стою. What kind of zoo are we going to be running here? So Planet Zoo is a new management sim game from us. Вот что надо отдать должное PC Gaming Show, так это у них очень много красивых людей. В отличие от всех других конференций. В отличие, особенно Ubisoft. А Иш, кстати, будет в этом году? Вряд ли, я не думаю. Ну как без Аиш-то можно? Пипец. Аиш спасает. Разработчики Rainbow Six и всех спасут. Помнишь, как в 2015 году там вышла от Rainbow Six какая-то женщина? Ну, Женевьева. И там все просто орали. Да. Вайфу, там подобное. В очочках такая, да, помню. Да. Ей даже вот это хайп, Тамара. Вот это хайп. Что это такое? Это Зо Тайкун от Microsoft, да? Это от создателей офигенного Planet Coaster, поэтому хайп. Но тут нельзя убивать животных, как в Red Dead Dev. Redemption. Что это за херня? Понятно. Он, кстати, обалденный для костера. Ну, для симулятора. Особенно он какашки. Нормально обосрался. Говно собираем. Вот это понимает жизнь. Вот это работа.
бегемот там посрало, все такие ха-ха-ха, блядь. Посмотри, Metal Gear показали. Metal Gear. Не, показали эту Ancestors, как он там? Ancestors, да? От Принца Персии, да. Ancestors, The Humankind, Odyssey. Запомни, Толя. Sleep. 5 ноября. Ну вот, игра для Толи. Мы будем все играть в Death Stranding и Doom, а он будет в Planet Zoo играть. Почему в Doom? Потому что Doom 22 ноября, а ты будешь все это время играть в Planet Zoo. So nowadays when you go to the zoo, you're not just going to see all the lovely, pretty animals. You go there, you want to be, you know, learning about conservation, you want to learn about the research that they're doing, you want to be educated, and these are all things that you're going to be able to do in Planet Zoo. And these ideas of the modern zoo is really what we take to heart. Почему на сцене одни британцы? Потому что британцы довольно странные люди. Будем честны, они покупают FIFA все время, но делают игры для ПК исключительно. Мне друг пишет, самое интересное в этой презентации — самсунговский монитор. Fantastic. I cannot wait to watch. Thank you so much. Хочу спать. Я согласен, пиздец у нее лехи, да, это факт. Ну так вот смотрите, какие женщины-то вокруг PC-гейминга, а потом смотри, какие женщины вокруг консоли гейминга. Не, над женщинами мы сейчас будем ржать на Ubisoft. Там, как всегда, прайд-парад будет и прочее. Нет, там будет Шенму. Шенмуэ. Ladies and gentlemen, joining me on the stage is a legend of Japanese game development. It's Mr. Yu Suzuki. Hello, everyone. In addition to being the brains behind the following games, Hang On, Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing, and Virtual Fighter, Yusan also created the Shenmue series. And he's here to talk about Shenmue 3 right now. Take it away, Yusan. И сейчас он скажет, это эксклюзив Epic Game Store, и у всех просто жопа взорвется. Standing on the stage today. Очень странно видеть пожилого японца с пожилым японцем, которого переводит. Пожилой японец с пожилым японцем. Пожилой. 228 лет. Пожилой японец, 22 года. The wait is nearly over. That's right. Let's take a world exclusive look at Shenmue 3. Мировой эксклюзив. Shenmue Gamer. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. World exclusive. Epic Games. Сергей Галункину. Эксклюзив. Сергей Сан. They practiced in secret, away from prying eyes, became strong. Я не знаю, почему смешно выглядит все это на Unreal. None Trend survived the ban and was passed on in this way. Shenmue 3. Shenmue. What did you say to me? Господи. Stop it. Get drunk by noon and cause trouble. Блядь. Стоит графика. Такировку надо вообще играть. Блядь, как же это странно выглядит. Нихуя себе. Это, мне кажется, посмешнее Якудза будет. Моя игра. Вот это моя нахуй игра. The Japanese guy. Нифига, это чё это? Новембер 19-ю. Epic Game Store! So many people have been waiting for Shenmue 3. I would like to once again thank you so much. Thank you, Yusan, for joining us today. Thank you. Cheers. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Блядь, не говори, что это эксклюзив. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2.
Что? Let's take a look at an Смотри, upcoming Heroes, collaboration какое-то between говно по Coffee Stain карточкам Studios опять. and Lava Potion. Не понял. What the fuck? Не понял. What the fuck? Упс. Бля, напоминает только Тупас на самом деле. Который сейчас стоит в Steam 4500. Напоминает героев, блин. Что напоминает? Говоришь. Герои. Я играл только, помню, один раз в карты эти. И все, уснул. Это же не понял. Это же герой, реально. Слав чародей! Слав чародей, блин. Не понял, что это? Это типа герои, только не герои, что ли? Когда у пидора Павло кончится. Слушай, вот это круто выглядит, я вот играть буду, серьезно. Song of Conquest. Классическая адвенчурная стратегия. Класс. Нормально, на самом деле. Я бы такой поиграл. The name of the game is Songs of Conquest, and here to join me in talking about it is the lead designer from Lava Potion, Carl Toftfeld. Hey, Carl. Hi, hey, thanks. Чат, это реально круто. I mean, let's just start off for anyone who maybe hasn't played the Heroes of Might and Magic series. What is Song of Conquest? Это ты тут обычно заявляешь какие-то странные заявления. Я-то обычно молчу. Я обычно сплю. Я делаю громкие заявления. Официальная позиция. Плюс. Что давно идет? Трансляция? Час уже где-то. Part of the core loop is obviously get the resources to build the township, but for what reason? Armies, man. Talk to me about those juicy battles. Yeah, so the battle, just like the whole game, Я думал, у меня интернет лег. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like offense and defense. Когда это кончится, спрашивают в чате. They go in initiative order, and then you Должно уже закончиться на самом деле. Не, в прошлом году сколько шло? 2 часа? Я не помню. Но мы прям реально... 2-3 часа было точно. Я прям помню, что там Sony надо было дождаться, мы просто мучились, блядь, смотря это. Не, в этом году пободрее гораздо. Несмотря на то, что контент говно. So basically, in our Songs of Conquest universe, everything has an essence within them. It's sort of like the soul. So your troops, they have an essence. And to do magic, you need to bring the troops with the right essence. Ну, что-то как-то меня разочаровало. Не вышел Серега Галенкин. Не вышел. Что за Он не херня? появится. Ну, выйдет на сцену, сейчас такие, ну и кто вот идет. И такой скажет. Сталкер 2. I am Сергей Галенкин. And I am proud to announce Stalker 2. Выйдет завтра. Late 2020? Oh, it's quite a ways off. It's quite a ways off, but you can go to songsofconquest.com and sign up for... Нормально. Скоро уже, через год. Скоро, через год. As you know, Хайпвейв аккредитовали на прошлую E3, если что. Только мы не поехали, денег нет. Now our next title. На это уже все не аккредитовали. Там что-то Сереге сказали, что типа вы не СМИ, ни хера, ничего в таком духе. У вас нет новостей, хотя, блядь, что, серьезно, камон. Могли просто сказать, что вы долбоебы не приехали в прошлом году. О, Верментайд. Топовая игра с херовым просто контентом. Спим. У нее офигенная основа, но контента в ней просто... Серьезно. И плюс сиквел в том, что все то же самое, только в 2 раза больше. И вот сейчас должны бессмены пойти. А закрыть что ли будем играть? О, вообще хорошо. Вообще хорошо. Они, короче, наконец-то спустя сколько лет 5 они додумались сделать режим, как у вас в ГГ. Типа ты играешь за монстров против людей. Идеально. И об этом режиме забудут через 5 дней.
И музон, конечно, я спрокидываю вообще. Ребят, топ. You just saw the reveal of the new PvP mode coming to Vermintide 2, which turns the Warhammer Fantasy cooperative game into something even more brutally competitive. It looks deliciously vile, and surely this Ну, я тебе так скажу. У нас есть Fallout 76, где все еще было хуже. Ой. Tихо. You can sign up now for the Vermintide 2 Versus beta at vermintide2.com/versus. In Per Aspera, you're an artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Courtesy of developer Lawn Industries and publisher Raw Fury, here's a first ever look at Per Хочешь Aspera. себе девочку найти. As we all know, reaching the Red Planet was not humanity's greatest achievement. Transferring the complexity of the human mind to machines was. Но это, я так понимаю, не XCOM 3. So they can build us a home. Я бы удивился, если бы это было. Вообще я хочу XCOM 3, чтобы мы атаковали на планету. Чтобы было наоборот. Amy, are you with us? Of course, I'm with you, Houston. Опять градостроительная, да? Все, вот это нормально. А, только 4Х будет, окей, все нормально. Вот это для тебя, Толя, ты такой любишь. Ну, так. Так вот, 4Х не Пера. In the Assassin's Creed universe, our next guest sent players back in time to rewrite history. But for his debut project with indie studio Panache Digital Games, he's going to take us back 10 million years to where humanity began. Here to tell us all about ancestors is creative director. Вот, это вот про обезьянок игра. Все вот это. Ancestors, the humankind. Это наша игра. Чувак 10 лет ждал. 10 лет. Не сделал ни одной игры, кроме первого Assassin's Creed. Это вот, это, короче, он работает в этой компании новой, да, Private Division, которые же делают Outer Worlds. У него своя студия, но да, типа издают Private Division. А, блин, это этот издатель, бренд, все. Я просто забыл раньше, что такое Private Division. Вот что надо было Кодзиме делать. Ну, вообще реально амбициозно. Это не игру про дождь. Ребята, сделаю игру про дождь. Кино. Норман Ридус ходит, дождь пошел, ебать, трагедия. And you needed to follow the mini maps and the little dots. It's about you, hey, Homo sapiens. Can you survive like our ancestors did? And that's the question I'm asking the players. It'll be for you to answer that question August 27th. В чате какой-то вообще неадекватный все, я понял, В каком, нашем или на у них там? Не, у них там. Да я понял, к чему это. Харамба. Не харам, ну бля, кстати, был бы повод. Отлично. Не пожалели, блядь, все, пошла. Вот он. Серега, привет, Серега. Все.
Сереге, привет. Все, пошли покупки. Господин Галенкин. Корзина где в магазине, блин? Хочу 5 игр купить. Так, сейчас, секунду, ребята, это сейчас надо ставить. Захожу в Epic Games Store забрать бесплатные игры. Как бомж, реально. Опс. Что это, игра за гуся, блин? Владелец PlayStation 4. Да. Упс. О, это World of Tanks, нахуй, нормально. Ну где же новые-то игры, что за херня? Поток мочи идет. Просто на лицо мне. Смотри, какой гольф вообще, вот эта тема. Аленкин, где ты? Где? Выходи, ублюдок! Сейчас все, Epic Games Store. Это конец. До свидания. Так, нет, стоп. Серьезно, даже ничего нового не объявил, кроме шума. Серег, ну жирная реклама, реально. 50 минут рекламы нет тоже. Бардак. Так. Ладно. Какие маленькие человечки. Китаёзы? Блядь, это... Ой, блядь, это авточес, ёб твою мать. Галенкин, выходи, ты окружен. Окружен хуёвыми играми. Эпик трэш. Кто-то написал в чате. Авточес. Ребят, авточес. Это получается авточес. Это тот авточес, который изначально вышел. Они что, его выкупили в Epic Games Store? With hundreds of thousands, millions of players getting a taste of it, and here to talk about it's coming to PC. Ну ничего страшного. Да, он вправду, блядь, в Epic Games Store выйдет. Но я сейчас как-то не помню, вроде не эксклюзив, ну ладно. Блядь, какая хуй разница, Valve делает свою. Valve делает игры, что? Да, охренеть, да? Я сам охерел. У них блять, очевидно, что это перенесут потом на полгода. Both on PC and mobile, so that everyone from anywhere with any device can enjoy the same fun of auto chess. Now we are building the PC version with by using the gaming engine of Unreal Engine 4. As everyone knows, Unreal Engine is one of the best gaming engines of the world. With the help of Epic Games. Блять, это авточес реальный эксклюзив. Ёб твою мать, и Shenmue 3 эксклюзив. Ёб твою мать. And today, I'm very glad to announce. Пиздец, Valve, вы дебилы, как это можно было упустить? I look forward to all of you playing auto chess on PC later this year. Okay, thank you everyone. Thank you, Loring Lee. Yeah, cool. Thank you. Thanks so much for sharing the news with us. Once again, Auto Chess, if you have not played it, you must check it out. It is so fun. Our next title with Frankie up above, I understand is an inspired indie game.
We'll find out, Sean, because one of the things we love about PC gaming is the way that game creators from all over the world can draw inspiration from one another's work. Вот забавно, вот по игре Valve сделали популярную игру, они в итоге просрали ее. Теперь она будет в этой игре. Очередной позор. Что за люди, сука, там работают, бля? Только вдумайтесь, блядь, я в 2008 году поиграл в Half-Life 2, эпизод 2, сука, до сих пор жду продолжения. Эти дебилы просто там не выпускают, только потому что им стул не понравился в игре какой-нибудь. Комментарий под записью про Верменталь, типа режим героев против крыс, скриншот из РДР, типа Артур Морган, герой против крыс. Would you change it? Could you make the hard decisions? О, смотри, аниме. Would you be strong enough to fight? Хуя, выглядит хорошо. Вот эта тема, это напоминает мне этот, как его там, Child of Light в какой-то степени. Нет. О, прикольно. If you learn from the past and act in the present. Сейчас такой, бля, реально, это Child of Light 2. Бля, выпустите на Switch, я умоляю, я обожаю просто эти turn-based игры. Еще. Да. Все, вот это вообще заебись тема. Нихуя, смотри, что у него в руках. In PC gaming, it's not the size of your weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the. Я бы сказал, что у нее большая пушка, если ты понимаешь, о чем я. It's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Сейчас скажет Warhammer новый. A brutal, heavy metal-infused 2D action platformer inspired by true. The arcane evil at its very heart. Get ready to rip the galaxy a new wormhole. From publisher Big Sugar, this is Valfaris. О, так, Metroidvania, я начинаю спать. Metroidvania, блин, это типа контр. Да, значит, так, нет, подождите. Это шутэмап, ёп. Стоп. Хорошо. Мне нравится. Музон, ребята, музон. Саундтрек какой? Пошло. Фига его там. Ребят спрашивают, CSGO 2 был уже? Да, был. Valfaris. Just incredible action in the Valfaris trailer. I'm very excited for our next guest. In case you have not been in downtown LA, E3 is covered with Borderlands 3 art. It's amazing, it's beautiful. And joining me is the amazing and beautiful Paul Sage, creative director of Borderlands 3. Beautiful's a new one, thanks. Yeah, there you go, Paul. Welcome. I mean, there's been so much hype around Borderlands 3. What's the stuff you're really excited to be sharing this year at E3? Oh man, so you know we've talked about. Ну вообще, я думаю, нам с тобой надо не в 3 сиквела играть сначала, а блять в какую-нибудь первую барту, потому что первую барту я вообще. Я пытался. Everything you can about her. Okay, yes, I'll tell you everything I can. So Mo's, again, like I said, she's a mech pilot. She has this big mech. It's called Iron Bear. She gets into Iron Bear. Yeah. You know, we have multiple action skills, which means that she can equip either a minigun or a railgun or a flamethrower. You know, if you want to barbecue your enemies, something like that. Oh, so, nice. You Mix know, and match. yeah, Mo's is a terrifically fun character for us right now.
Now, we've been excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into two categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. Я удивлен, что ты не купил ее еще в этой Game Story. Когда была возможность по скидке ее забрать. Да, это был пожар. Right. Yeah, so let's talk about grenades. Like one of my favorite things that we don't get to talk about a lot. So in the past we've had grenades that they've had like one thing, they can bounce, they can stick to different things. Бля, кстати, вправо. Мне кажется, там уж в Windows Store можно это купить все. Threw a grenade and that grenade had a bounce, it would stick, an explosion would come out, and the grenade would fire guns as it was going through. Right? So we have like a ton of different grenades that are Другой вопрос в том, что контрол, типа, блядь. У вас скоро распродажа закончится, а я... Shield where if you duck, я думал, это у меня. Секунду, да. So just tons of different things that we have with our characters, class mods are unique, and that they give you skills this time as well as enhancing the skills you currently have. I also remember earlier you mentioned about artifacts. What are they? So artifacts are, we've kind of concentrated on like, hey, does the game feel good? Can I, slide into things? Can I jump? Can I mantle? Right. So when we were playing with that, we slid into a barrel, right? And the barrel exploded. Я реально угадал, что он будет в конце сам So why don't we do something like that? So our artifacts actually add certain things to movement. So for instance, you can slide faster, you can slide, and every time you slide, there's an explosion. We have something we call. Ой. Бля, там вообще, походу, стрим по пизде пошел. Second category of questions unrelated to loot. Well, there's going to be a single-player campaign. What's going to be happening after the campaign? What are some of the beyond the single-player, maybe end-game content we can talk about? All right, in-game content. Okay, well, it's E3, so I'll give a little bit. So we have this thing what we call the Guardian system. So for those people who played Borderlands before, you might remember Badass Ranks. Badass Ranks, you can get, is basically kind of an infinite progression system that added to your stats. Yeah. We doubled down on that. We have what we call Guardian Rank. And Guardian Rank not only has that infinite progression, but it has skills and different skins that you can open up as you go through. And the cool thing about that is like every character that you play on that account gets the benefits of Guardian Rank. Oh, interesting. All right, last category we're going to go through, and then we're going to hit some rapid-fire questions. How do the boss fights in Borderlands 3 compare to Borderlands 1 and 2? I know those were big aspects. How do you build upon that? Right, so I think of a boss fight, like I'm an old school Nintendo fan, right? So I love huge boss fights that have like three phases and stuff like that. Ну что, Толян, мы будем качать Destiny 2, кстати, говорят. Right, and so there are different like huge boss encounters there that are just multi-phase boss encounters. We have like a lot of different mini bosses. Я так и не понял, типа они что, Forsaken-то добавили в игру-то или нет? Почему его нельзя купить-то? Что за бред? Почему можно там два DLC купить до Forsaken, которые вышли, и которые вышли после Forsaken? Что за бред? MHL Animations. Can I pet the gun? Great question. I'm not here to judge what you do with your gun, so that's a personal question. All right, great. Sam Wiseman asks, is Maya's new companion a siren? People are asking the right questions. That's what I will say. Бля, да, и вправду, нихера себе, как быстро время прилетело. Sanguine says, is Tiny Tina going to be seen fighting alongside the Vault Hunters? Yes. Ну вообще так, я посмотрел, у них там Ghost Recon этот новый. Мне понравилось, что типа к Рону надо относиться серьезно, не типа. В меня влипли. Yes. Will we see golden keys and/or shift codes for Borderlands 3? Absolutely. Will there be duels? Yes. Other kinds of PvP? Yes and no. And also maybe. Perfect. Yeah. And will you be able to transfer weapons between your characters? Absolutely, right from the start. Perfect. And when is the damn game coming out? Friday the 13th, 2019, September 13th. Perfect. Borderlands.com for more information. Что там еще за игра выходит в твой день рождения? Какая-то тоже выходила. День рождения выходила Destiny постоянно, теперь Bordeaux. Ну да, от зашквара к еще большему зашквару. Our next game, we're going to be revisiting a guest that we saw earlier in the show. He's upstairs with Frankie. What you got for us? О, Господи. О, это Man Eater. Oh, hi, we're live. Sorry. Hello, I was just, I was actually testing out my outfit for this weekend. I don't know, what do you think, John? I think you look really sharp, as always. Very sharp. Well, thank you so much. John Gibson, president of Tripwire, thank you for joining us again on the show. Very good man, yes. Now, last year, we revealed Man-Eater to the world. And can you remind anyone who missed it what the game's all about?
Absolutely. Maneater is an open world action RPG. Чуваки, наделайте скриншотов, я это потом на аватарку You start поставлю as a себе. small baby shark pup, Это угарно, and you конечно, have to костюмчик. survive in this harsh world and try to eat your way to the top of the ecosystem. The three words that we think sum the game up the best are eat, explore, and evolve. And we also have someone we'd like you to meet. Well, let's meet him then. Let's take a look at the new trailer. Ладно, Слава молодец, уже все сделал за нас. Ленивых жоп. Что-то игра про акулу слишком хорошо выглядит среди всех остальных игр. Это геймплей, это что, это ингейм? Это ингейм, я так понимаю. Типа, для CGI трейлера это вот дешево. Зайди в чат на PC Gamer. Come any closer with that camera, we two gonna tussle. Смотри. John, who was that appallingly dressed fisherman in the trailer? Because quite frankly, not even I would eat him. That was Scaly Pete. Это не я хрен знает, тот Crackdown 5 лет разработки. Да, и в прошлом году анонсировали. Ну, а помнишь, что пошутила ты еще на занятии? Опа. There's growth, there's life phases. You'll make a big jump. So let's say you're a brooding teenage shark, and you're about to become an adult. When you become an adult, you take a big leap in size, a big leap in Я сейчас удивлюсь, если это Unity. And then, as you reach these life phases, you unlock evolutions that can be applied to parts of the shark's body. For example, you could get metallic teeth that allow you to shred boats, or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights. Была такая игра Mutated lungs that allow you to spend a little more time on the beach getting those afternoon snacks. Just really quickly, John, everyone's wanting to know this question. When's it coming out? Нормально. So we're really hard hammerheading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG Да, ever. здесь ты не показываешь. Сейчас на Твиче, там уже члены кидают в чат. Before the next PC gaming show. Well, I hope we do, John. Otherwise, I'm going to have to start biting people. In fact, I'm quite hungry at the moment, so I think actually I'm going to find an audience member because you guys look tasty. So I'll see you in a bit. I'm just going to have a snack. Thank you, John. Thank you. Бля, она очень смешно смотрится в этом костюме. Бля, вообще не понимаю, вот в чем прикол покупать таких креслов, это же просто безвкусное говно, блядь, дорогое. Пиздец, такой кринж. Вроде бы, бля, уже осталось 3 минуты. А что у нас зеленое внизу? You know, one of the absolute best parts about being sponsored by iWin for the PC Gaming Show is that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria. Terraria is one of the best-selling PC games of all time, selling almost 30 million copies. And part of the reason why Бля, еще сейчас серьезно будут про Terraria
загонять. Смотри, как чат там на PC Gamer прям обрадовался. Let's take a look at their penultimate expansion coming up, Terraria Journey's End. Это стол с Epic Game Store. Бля, если подумать, я купил, блядь, Майнкрафт на Switch, блядь, я даже не знаю, что там делать. Ну, знаешь, у всех был свой первый раз, как бы так сказать. Сколько, какая засранная игра контентом. Ты посмотри на это меню. Все, он сдох, походу. The next title that we're going to be looking at is a game that is the spiritual successor to her story. It's called Telling Lies by Annapurna Interactive, and joining me to talk about it is game director Sam Barlow and actor-producer Logan Marshall Green. Welcome, gentlemen. Thank you. Nice to be here. Yeah. Now, if you haven't played her story, you totally should. It's fantastic. I want to note. Он в случае не в Прометее снимался. Он не в Прометее снимался. What is it that's going on in Telling Lies? What's the premise? So, like her story, Telling Lies is a game in which you watch video footage to piece together a story. And this time we have a woman who has stolen an NSA hard drive, which contains secretly recorded, intimate and private conversations between our four characters. Ребята, когда это закончится, уже что за херня? Мы уже больше часа стримим. It's time to take a look at some of the gameplay mechanics and see Telling Lies in action. Let's take a look. Once upon a time. It's late. I gotta get her in the bath. I don't love you and I don't miss you. Ля какая. You already know too much. Ля какая. It's late. I gotta get her in the bath. Она, кажется, вроде бы русская. Love you. Ну ладно, какая разница. Love you. I've only ever been in love once. It was with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. I guess I still carry a torch for it, which makes me an incurable romantic or underdeveloped emotionally. I'm a loyal friend. Ля какая там. A man died in my house at work today. Не про бабулю, если что. Oh, Sam, I got some questions for you about what we've just seen. I mean, talk to me about the mechanics. I mean, I saw, the subtitles up, highlighting, it was loading more video footage. What's going on? So what we do in Telling Lies is we take all of the exploration you would have in a normal video game. So all that walking around in a 3D world. Yeah. And we apply that directly to the story, to the footage itself. So you're going to be scrubbing around in these Там уже все, там пиздец пошел на Kickstarter, решен внутри, там уже люди требуют возврат массового. Ебать, ржач. You're going to use that to find more clips, dig into those, and over time kind of build up this picture of the story. And it's truly like an open world video game. Well, I mean, a lot of times with open world video games, they talk about, the square kilometerage or miles in America. What's the sort of scope that we're talking about? Like, how many hours of footage is there? So we got like over 10 hours of footage here. Wow, so really? It's a story that encompasses like 2 years
what I wanted to do with this one was, like I say, really embrace this idea of it being an open world game. You're free to explore and follow your curiosity. Just lose yourself in this story, all the characters. It's this huge, messy, colorful story that we're trying to tell. Well, I'm curious, Logan, as a performer in this kind of game, what is it like to actually try to have all the layers in there for each performance, also not knowing when a player is going to be seeing the specific footage you're performing? Well, it's definitely a non-linear open world game, but our approach and Sam's approach was not unlike a movie or a TV show, and we had to understand it A to B. And so for the most part, that's how we shot it. Obviously, when you're shooting a movie or a TV show, and in this case, a game, you're going to be shooting out of order. But we actually stayed pretty linear in how we approached the story. We went after it like all the other times we're actors. We just went after intention and what do we want, and we tried to make it as deep. You know, it's got a lot of scope. But we wanted to make it as deep as possible, and Sam is one of the best movie or TV directors I've worked with, so it's very similar. Nice. Yeah, so fucking deep. Now, of course, I do want to stress to any of you, if you have not played Her Story, it's quick to play through. It's absolutely brilliant. Please check it out in the meantime. Хватит, сука, мотать головой. When can we play? Господи, он мне там в Telegram засрал. We'll have a date soon. Right now, you can go to Steam. You can wishlist it on Steam. We all love Steam. And yeah, very soon. We'll be showing a little bit more during E3, and the game will be out, very soon. Fantastic. Desperate to get it out there. Yeah. Play it. As soon as humanly possible. Well, Sam Logan, thanks so much for joining me on stage. Once again, Telling Lies. Little Lies. Now, up on the balcony, Блядь, да они закончат уже или нет? Я просто в шоке. Year after year, keep telling me I have to play because of how much they've improved it. Frankie, what's going on with Warframe? Well, one of my favorite parts of last year's show, aside from being upstaged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe. And here with the latest look at the next expansion to the universe is Space Mom Rebecca Ford. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. Ты ж помнишь, как она ляпнула 10 миллионов лузеров блядь, на The Game Awards? Yeah, let's take a look. Ну что, Толя, скачиваем и удаляем? Warframe — это та игра, в которую возвращаешься раз в 2 года. Все, до свидания. Ну, то есть как за Sims 4, да? Rebecca, it must be so exciting to know that the fans have finally seen it, and you're clearly going all in on the epic space combat. So tell me about the new stuff that players are going to be able to experience. I wasn't shaking before we started talking, and now I am because it's real, because, you know, Empyrean is what we're calling codename Railjack. It's basically taking the space ninja part of Warframe, sending it back up to space, bringing players that squad gameplay they know, taking the enemies like the Corpus and the Grineer, giving them their own Railjack to essentially explore the solar system with and take down the bad guys. And when are fans going to get to see more? Well, TennoCon is in London, Ontario. It's July 6th, and you can come watch it online on Twitch. We're going to be showing a lot more in our keynote for what Empyrean is going to be. Well, today I'm getting a feel for the suit. So what's the deal with that sweet-looking Necros Prime? How do I get my Tenno arms into it? I cannot say that on live television, but you know, there are ways. But yeah, you just have to link your Warframe account to your Twitch account. If you watch 30 minutes of our Tenno live show, you can get it. But hopefully you stay for the whole hour because we got lots to show. Well, thank you so much, Rebecca, and good luck with TennoCon on July 6th. Thank you. Okay, now we've seen some amazing stuff today, but nothing quite so gloriously strange as our next game. Developed by Brooklyn-based studio Feral Cat Den, it's an existential-based jazz odyssey set during the Big Bang. Yeah, it's actually blown my mind learning about this one.
buckle up, everyone, because we're about to get bonkers with Genesis Noir. Yes. Захватить не хочу. Бля. Блять. Они закончат.
you a chance to check in on the city to see what's going on, its current state, who the movers and shakers are. We also feature a complete levels 1 to 13 campaign that takes you from the mean streets of Baldur's Gate to the depths of hell itself, and sort of pose to the players a question: do you want to redeem Baldur's Gate or send it to damnation? So we're putting that right in players' hands to make that choice. Well, I have to ask Sven, it's a question on a lot of people's minds. What can you talk to us about expected release time frames? So people have been waiting for it for a long time. Yeah. They're going to have to wait a little bit more when it's ready. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. And when that's the case, then we'll release it. Well, I know a lot of people have been waiting a long time, and I think I speak for a lot of нам people уже here не when I впервые say такие заявления слышны, бля, Киберпанк с 2012 года It's going to be ждем. fantastic and worth the wait. Gentlemen, thanks so much for joining me on stage. 2012 года. Ben and Mike, talking about Baldur's Да, Gate 3. да. Goodbye. Причем в 2012 году Goodbye, guys. логотип анонсировали, а уж в Why are they 2015 году leaving? Well, трейлер it's because показали. the PC gaming show has officially Бля, они concluded. закончили, охуеть, реально, они в конце просто попиздели об Baldur's Gate, и все, пиздец. Well, thank you so much, Sean. Hasn't this audience been absolutely fantastic today? Ну все, сейчас Фрэнки покрасуется, и все, so мы much for уходим, coming out to the бля. 5th annual PC Невозможно, Gaming что Show. это просто, да, помыться после We такого. want to give an enormous thanks to all of you who tuned in live. We want to, of course, thank all of you who personally showed up this morning, and of course the sponsors who helped make this possible. Epic Games Store, Frontier, Funcom, Paradox, Interactive, Hovercast, Perfect World, Rebellion, Tripwire, and Samsung. As you know, PC gaming is a platform. It's not a publisher or developer, so these sponsors are essential for letting us put on this show every year. Thank you so much. And I gotta ask, Frank, any titles you're excited about? Well, I do love a baby elephant, so definitely Planet Zoo, and slightly more awkwardly, then I also want to eat things. Уж если нам Fable 4 не показали, то уж XCOM 3 не I'm покажут. personally looking forward to Songs of Соси лапу. Conquest, and as you heard, there's games coming out all across 2019 and into 2020. We hope you all have a fantastic E3. It officially begins tomorrow. Big shout out to all the other press conferences. Hello again, Drop Frames. Good to see you 2 years in a row. We hope you all have a fantastic E3. Go play some games and make some friends. See you next year. Bye, bye, bye. На 4 человека, давайте, пока, ребята. Смог.